Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот квадратик мозаичной техники. Смотрите, в зависимости от того, какую толщину нити и размер крючка вы выберете, будет зависеть размер вашего квадрата и его назначение. Если это небольшая толщина нити и небольшой размер крючка, это скорее всего больше там салфетка. Если маленький квадратик, это мотивчик. Но если же вы хотите коврик таким образом связать, тогда лучше взять и пряжу потолще, и естественно крючок большего размера. Можно вязать как двухцветный, так и разноцветный вариант. Начинаем наше вязание с кольца амигуруми или скользящей петли. Делаем накид на 2 пальчика, еще один оборот между двумя нашими вот этими вот полосочками, протягиваем крючок, захватываем нитку, снимаем колечко с пальчиков, провязываем одну воздушную. Теперь в кольцо вяжем 2 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик. Это наша первая связка из 2 столбиков без накида. Дальше вяжем 2 воздушные, в колечко вяжем вторую связку из 2 столбиков без накида. Провязываем первый столбик без накида, второй столбик без накида. 2 воздушные, в колечко вяжем третью связку столбиками без накида. Первый столбик, сюда же второй. 2 воздушные. Можно немножечко подтянуть колечко, чтобы было удобнее вязать. И провязываем четвертую связку, состоящую из 2 столбиков без накида. Теперь затягиваем колечко. И вместо 2 воздушных, которые должны быть вот здесь вот на углу, мы будем провязывать столбик с накидом. Делаем накид на крючок, находим первый столбик в вершинку под 2 стеночки петли, вытаскиваем ниточку, провязываем раз. И теперь меняем цвет. Итак, берем новый цвет и протягиваем через 2 петельки. И мы с вами как раз оказались в серединке нашего угла. Теперь в уголок вот сюда мы с вами провязываем столбик без накида и начинаем вязать нашу сторону. Вторую половинку угла мы провяжем в конце ряда. Теперь смотрите, мы с вами будем вязать. Вот у нас идут здесь 2 петельки, 2 столбика. И мы за заднюю стеночку петли, вот сюда, то есть вот передняя стеночка петли, вот задняя, мы за нее заводим крючок и провязываем столбик без накида. И в следующую петлю точно так же за заднюю стеночку петли столбик без накида. Дальше у нас идет уголок. В уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные. И сюда же в уголок столбик без накида. Теперь опять у нас идут 2 петельки. За заднюю стеночку провязываем первую петлю столбиком без накида. И за заднюю провязываем второй столбик без накида. Опять уголок. В уголок вяжем 1 столбик без накида, 2 воздушные. И сюда же в уголок 1 столбик без накида. Опять у нас идет сторона. За заднюю стеночку петли провязываем 1 столбик, за заднюю стеночку петли второй. В уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида. Теперь у нас здесь опять идет сторона. Провязываем первый столбик без накида за заднюю стеночку петли и второй столбик без накида за заднюю стеночку петли. Теперь смотрите, в начале ряда мы с вами вязали уже в угол 1 столбик без накида, поэтому в уголок мы провязываем 1 столбик без накида и воздушные петли не вяжем, а вяжем, делаем накид, находим вот первый наш вот этот вот столбик, который мы вязали, под 2 стеночки петли, заводим крючок и провязываем 1 раз и меняем цвет на белый. Начинаем ряд точно так же, как и предыдущий, то есть в серединку нашего угла провязываем столбик без накида. Все уголки провязываются одинаково и завершим мы первый угол в конце ряда. Теперь смотрите,
на каждой стороне, с каждым рядом у нас будет прибавляться по 2 столбика без накида. То есть если в предыдущем ряду мы с вами вязали 2 столбика без накида, в этом ряду будет 4. То есть вот первый, второй, третий, четвертый. И их все мы провязываем за заднюю стеночку петли. Провязываем первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. Уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные, сюда же столбик без накида. Опять сторона провязывается столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. За заднюю стеночку петли, да, не забывайте об этом. В уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные и сюда же в угол столбик без накида. 4 петли подряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый. За заднюю стеночку петли. В уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида в уголок. Провязываем 4 петельки стороны. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Дальше угол. Угол заканчиваем точно так же, как в предыдущем ряду. То есть здесь первый столбик провязан, в уголок провязываем еще один столбик без накида. Делаем накид на крючок, в первый столбик, который вязали в начале ряда, по 2 петельки заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем один раз и перетягиваем желтый цвет на следующий ряд. Следующий ряд мы вяжем по тому же принципу, что и предыдущий, только исключение, что у нас сторона становится на 2 петли больше. То есть начинаем мы с вами вязание в уголок, провязывая столбик без накида. И вторую часть угла завершим в конце ряда. Теперь по стороне у нас в прошлом ряду было 4 петли, в этом ряду на 2 увеличиваем, будет 6. И вяжем опять за заднюю стеночку петли. Провязываем первый столбик без накида, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В уголок, как обычно, вяжем столбик без накида, 2 воздушные и столбик без накида. Опять у нас идет сторона, провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За заднюю стеночку петли. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные и сюда же в уголок столбик без накида. И по этому же принципу провязываем эту сторону до угла, то есть 6 столбиков. В уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида и провязываем в эту сторону 6 столбиков без накида. То есть точно так же, как мы вязали здесь, вяжем до конца квадратика. Дошли до конца ряда, остался у нас угол. В уголок мы провязываем столбик без накида. Делаем накид и в первую петлю, в первый наш столбик под 2 стеночки петли захватываем ниточку, провязываем 1 и перетягиваем белый цвет через 2 петельки. И следующий ряд мы будем вязать белым цветом по тому же принципу, как вязали предыдущие ряды. То есть в уголок мы с вами провязываем столбик без накида. И теперь по стороне у нас будет не 6, а 8 петелек. В прошлом ряду было 6, в этом ряду будет 8. За заднюю стеночку петли начинаем вязать. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. Теперь в уголок вяжем, как обычно, столбик без накида, 2 воздушные и сюда же в уголок столбик без накида. По стороне провязываем 8 столбиков подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой
и 8. И в уголок вяжем, как обычно, столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида. И провязываем так еще 2 стороны. Дошли до конца ряда, в конце ряда в уголок провязываем столбик без накида, делаем накид, в первый столбик под 2 стеночки провязываем раз и перетягиваем желтый цвет, желтую ниточку. И следующий ряд нам нужно провязать по тому же принципу, как вязали предыдущий. То есть в уголок мы провязываем столбик без накида, вторую часть угла мы провяжем в конце ряда. И теперь у нас было в прошлом ряду 8 столбиков, в этом ряду у нас будет 10. Провязываем за заднюю стеночку петли подряд 10 столбиков без накида до следующего угла. И теперь в уголок вяжем, как обычно, столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида. И по вот такому принципу провязываем оставшиеся стороны. То есть у нас будет 10 столбиков по стороне, угол, 10 столбиков по стороне, угол, 10 столбиков. И сейчас мы провяжем с вами угол. Дошли мы с вами до конца ряда. В конце ряда в угол провязываем столбик без накида. Делаем накид на крючок, в первую петлю заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем один раз и теперь уже провязываем белым цветом. Смотрите, следующий ряд мы начинаем, как обычно, с угла, в уголок вяжем столбик без накида. И дальше мы с вами провязываем один столбик, который у нас был вот в угол предыдущий, за заднюю стеночку петли. Провязываем столбиком без накида. И теперь ориентируемся по вот этому ряду, на ряд ниже смотрим, да, вот там, где у нас были вот эти вот беленькие полосочки. И мы должны провязать с вами 2 столбика, чтобы были вот эти 2 полосочки провязаны столбиками без накида. Провязываем 1 и 2. То есть вот они, вот эти вот столбики, они принадлежат нашим вот этим 2 полосочкам. А вот этот столбик, который мы провязали с вами вот сюда, он принадлежит нашему уголку. Теперь смотрите, делаем накид и опускаемся. Вот первый мы провязали, второй провязали, а вот третья полосочка не провязанная. Вот под нее заводим крючок и провязываем первый столбик с накидом. Дальше в следующую петельку точно так же второй столбик с накидом. Дальше третий. Четвертый, пятый и шестой. Смотрите, с этой стороны у нас также осталось 2 полосочки и 1 столбик в угол, который мы вязали. Вот эти вот петли задние мы не трогаем, потому что они принадлежат нашим столбикам с накидом. Можно даже посчитать. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. В эти 6 петелек мы не вяжем. Мы вяжем в 7-ю. Провязываем первый столбик, который принадлежит вот этой вот полосочке. Второй столбик, который принадлежит вот этой вот полосочке беленькой. И третий столбик, который принадлежит угловому нашему столбику. Теперь в угол вяжем столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида в уголок. Повторяем вязание. Опять один столбик провязываем, который был провязан в угол. 2 столбика, которые принадлежат вот этим полосочкам. Провязываем первый и второй. То есть по факту мы провязали сейчас с вами после угла 3 столбика без накида. Смотрим. 1, 2 и вот она, третья полосочка. Мы заводим сюда крючок и провязываем первый столбик с накидом. Дальше второй, третий, четвертый, пятый и шестой. С этой стороны у нас также вот 1 полосочка, 2 осталась полосочка и уголок. Здесь мы с вами можем посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Вот в эти полосочки, в эти петельки мы не вяжем, вяжем в 7-ю, провязываем первый столбик, который принадлежит вот этой полосочке, второй столбик, который принадлежит вот этой полосочке, и уголок. Вот столбик, который мы вязали в уголок в прошлом ряду, мы провязываем также. И теперь в угол сам, в серединку угла провязываем столбик без накида, 2 воздушные, и сюда же столбик без накида. И по такому принципу, как мы с вами провязали эти две стороны, нам нужно провязать оставшиеся. Дошли мы с вами до конца ряда. У нас остался уголок. Провязываем в угол столбик без накида, делаем накид и в первую петельку вытаскиваем ниточку, провязываем один раз и меняем цвет. Так, следующий ряд будем вязать просто столбиками без накида, без всяких столбиков с накидом, то есть просто в уголок вяжем столбик без накида, вторую половинку угла довяжем в конце ряда, и теперь начинаем вязать. Вот за заднюю стеночку петли провязываем первый столбик, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и 14. Теперь в уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные, сюда же в уголок столбик без накида. И по такому принципу, как провязали эту сторону, вяжем оставшиеся 3. Заканчиваем ряд, провязывая в угол столбик без накида. Теперь накид на крючок в первую петельку, вытаскиваем ниточку, провязываем один раз и теперь меняем цвет на белый. Теперь в угол, как обычно, провязываем столбик без накида. И теперь смотрите, мы с вами будем вязать все вот эти вот столбики столбиками без накида за заднюю петлю, пока не провяжем вот тот столбик, который находится над крайним вот этим столбиком. То есть у нас с вами сейчас мы должны провязать будем вот так вот, чтобы вот эти вот 4 петли у нас были провязаны столбиками с накидом, а все остальные столбиками без накида. Итак, провязываем первую петлю, которая была провязана в прошлом ряду в уголок. Дальше вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот смотрите, эта шестая петля, она как раз находится над нашим вот этим первым столбиком, который мы должны в этом ряду провязать столбиком без накида. Теперь вот эту петельку мы не трогаем, и под следующую заводим крючок и провязываем первый столбик с накидом, следующую петлю второй, следующую третий и в следующую четвертый столбик с накидом. Видите, у нас с этой стороны остался один непровязанный столбик и с этой. Теперь здесь мы смотрим также. Раз, два, три, 4. 4 столбика мы провязали, 4 петли пропустили, и в пятую начинаем вязать. Провязываем первый столбик без накида, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И вот он угол. В уголок вяжем, как обычно, столбик без накида, 2 воздушные, сюда же столбик без накида. И теперь начинаем повтор нашего ряда. То есть провязываем точно так же, как здесь. 6 столбиков без накида, потом 4 с накидом, 6 без накида, угол. И таким образом вяжем до конца квадрата. В конце ряда в угол провязываем столбик без накида, делаем накид в первую петлю, вытаскиваем ниточку, провязываем раз, меняем цвет. И следующий ряд будем вязать просто столбиками без накида. В первую, вернее в уголок мы провязываем один столбик без накида, и дальше в каждую петельку до следующего угла мы провязываем столбики без накида за заднюю стеночку петли.
И в уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида в уголок. И теперь оставшиеся 4 стороны провязываем точно так же, как здесь. В конце ряда, как обычно, вяжем столбик без накида в уголок, делаем накид в первую петельку, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 раз, меняем цвет. Теперь смотрите, мы с вами вот здесь вот будем провязывать только 2 средних столбика, чтобы у нас опять с двух сторон остались свободными, не провязанные вот эти вот столбики. Видите, как вот в предыдущем ряду с этой стороны 2 столбика, теперь с этой стороны. Для этого мы с вами в уголок провязываем, как обычно, столбик без накида. И теперь начинаем вязать. Вот в первый столбик за заднюю стеночку провязываем столбик без накида. Дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и вот он девятый. Девятый это как раз столбик, который над вот этим вот столбиком с накидом. Теперь делаем накид. Этот столбик у нас уже провязан столбиком без накида, значит мы провязываем во второй. Провязываем раз. И в следующий столбик 2. Эти 2 петли мы пропускаем, раз, два, и в третью начинаем вязать. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. В уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида и начинаем повторять вот эту вот сторону. Вот таким образом, как провязали здесь, вяжем оставшиеся 3 стороны. Завершаем ряд в уголок, провязывая столбик без накида. Дальше делаем накид, в первую петлю заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 раз. Теперь 2 петельки вяжем новым цветом. Мне тут хочется поменять цвет. Я провяжу вот таким образом. Теперь следующий ряд вяжем просто столбиками без накида. В первый, вернее в уголок провязываем столбик без накида. И дальше в каждую петельку за заднюю стеночку петли мы провязываем столбики без накида до следующего угла. И теперь в уголок вяжем столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. И теперь оставшиеся 4 стороны провязываем точно так же. Точнее, оставшиеся 3 стороны. Одну мы с вами уже провязали. В конце ряда в уголок провязываем столбик без накида. Дальше накид на крючок в первую петельку. Вытащили, провязали 1 раз и протягиваем новым цветом. Смотрите, вот мы с вами закончили, можно сказать так, первый блок. То есть вот эти вот треугольники у нас состоят всего из 3 рядов. Вначале 6 столбиков, потом 4, потом 2. И теперь у нас с вами треугольнички будут прибавляться, если вы, конечно, хотите увеличить изделие. То есть здесь у нас был 1 треугольничек. Теперь мы будем вязать вот так вот 2. Потом у нас будет 3 и так далее. С каждым разом у нас этих треугольничков будет становиться больше. И принцип их вязания везде одинаковый. Мы с вами везде ориентироваться будем. Вот мы с вами закончили ряд. Да, вот когда провязали уже после наших последних вот этих столбиков с накидом, мы провязали ряд столбиками без накида и начинаем сразу повтор нашего узора. То есть начинаем вязать 6 столбиков с накидом, то есть формировать новые треугольнички. И эти треугольнички будут формироваться по тому же принципу. То есть мы с вами будем ориентироваться на вот этот вот белый ряд. То есть давайте провяжем. В уголок мы вяжем столбик без накида, как обычно.
И теперь смотрим, один столбик у нас, вот он, который столбик мы вязали в уголок, его мы провязываем за заднюю стеночку петли. И теперь смотрим, вот одна у нас полосочка беленькая, да? Вот она. Вот вторая. Дальше мы, если с вами провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, и перед нашими двумя вот этими вот столбиками с накидом у нас также должно остаться 2 полосочки. Это будет в любом порядке. То есть смотрите, вот наша первая полосочка. Мы за нее провязываем столбик без накида. И вторая полосочка также провязывается столбиком без накида. И теперь вот первую, вторую полосочку пропускаем, под третью начинаем вязать, провязываем первый столбик с накидом, дальше второй, третий, дальше четвертый, пятый и шестой. Здесь мы с вами пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в седьмую петельку начинаем вязать. Провязываем первый столбик без накида. Видите, мы уже начали вязать, вот, 2 петельки, 2 полосочки у нас осталось перед столбиками, и мы вот их провязываем. Вот первый столбик принадлежит вот этой полосочке. Дальше вяжем второй столбик. Это наша вторая вот эта полосочка. Теперь провязываем третья, четвертая полосочка, которые принадлежат столбикам. Третья, четвертая. И теперь от столбиков провязываем еще 2 полосочки. 5, 6. То есть, видите, всего у нас получилось 6 петелек. И теперь, если мы с вами вот эти 2 столбика принадлежат вот этим 2 полосочкам, теперь мы с вами провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 полосочки у нас останутся с этой стороны. Вот первую, вторую пропускаем, в третью начинаем вязать. Провязываем первый столбик с накидом, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вновь можем посчитать вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в седьмую петлю, она же петелька, которая принадлежит вот первой полосочке, вот она вторая, провязываем первый столбик без накида, вот он, над первой полосочкой, второй столбик без накида над второй полосочкой и третий столбик без накида в вершинку угла. В уголок вяжем как обычно, столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида. И по такому принципу провязываем следующие наши вот эти стороны. В конце ряда в угол провязываем столбик без накида, дальше делаем накид на крючок, в первую петлю заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 раз и теперь меняем наш цвет. Следующий ряд вяжем просто столбиками без накида, то есть в уголок провязываем с вами столбик без накида и дальше до следующего угла в каждую петельку за заднюю стеночку мы провязываем по столбику без накида. То есть, как видите, узор у нас повторяется, исключение составляет то, что теперь у нас будет 2 треугольничка. В прошлый раз был 1, теперь 2. Провязываем так до угла, потом, когда дойдем до угла, в угол вяжем столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. И так провязываем весь наш квадрат. В конце ряда, как обычно, угол провязываем столбиком без накида. Дальше делаем накид на крючок под 2 петельки. Первые заводим крючок, провязываем 1 раз и меняем цвет.
Теперь смотрите, следующий ряд мы будем вязать по тому принципу, как вязали вот этот ряд, только исключение составляет то, что теперь у нас не один треугольник, а два. То есть теперь нам нужно провязать, во-первых, как обычно, в угол столбик без накида. И теперь смотрим, чтобы у нас получилось вот здесь вот 4 петельки в серединке, мы должны вот эту и вот эту провязать столбиком без накида. То есть считаем: 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. Мы должны провязать с вами сейчас 6 столбиков без накида. Вот смотрите, 6-й столбик, он как раз находится над вот этим вот нашим первым столбиком с накидом. Теперь делаем накид и под 2-й столбик с накидом вяжем 1-й столбик с накидом, дальше в следующую петлю 2-й, дальше 3-й и 4-й. То есть точно так же, как вот здесь у нас с одной стороны свободный столбик и с другой. Смотрим. Здесь 1, 2, 3, 4. Можем начинать вязать в 5-ю. Провязываем 1-й столбик без накида. И теперь нам нужно дойти до вот этого столбика. Дальше 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. И вот он, как раз этот столбик наш 8-й, вот он над нашим вот этим вот столбиком. Теперь, значит, под следующую петельку мы провязываем 1-й столбик с накидом, дальше 2-й, 3-й, 4-й. И опять смотрим здесь 1, 2, 3, 4, значит в 5-й можем вязать. И провязываем 1-й столбик, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. И в уголок вяжем, как обычно, столбик без накида, 2 воздушные, сюда же в уголок столбик без накида. И по такому принципу провязываем с вами оставшиеся стороны. То есть, как видите, у нас повторяется узор, только от того, что у нас здесь уже 2 треугольника, потом будет 3, 4 и так далее. В конце ряда, как обычно, провязываем в угол столбик без накида, делаем накид на крючок в 1-ю петельку, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 раз и меняем цвет. Следующий ряд будем провязывать полностью столбиками без накида. То есть, как обычно, в уголок вяжем столбик без накида и дальше за заднюю стеночку петли провязываем до следующего угла. А следующий уголок провязываем столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. То есть провязываем точно так же, как мы с вами вязали все ряды, вот когда мы вязали именно столбиками без накида. В конце ряда опять в уголок вяжем столбик без накида. Дальше делаем накид на крючок в 1-ю петлю, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 раз, а 2-й раз уже вяжем новым цветом. И теперь будем вязать ряд точно так же, как вязали вот здесь. То есть у нас должно вот здесь и здесь остаться по одному свободному столбику, точно так же, как и в следующем треугольнике. Для начала мы с вами в уголок провязываем столбик без накида. Теперь начинаем вязать за заднюю стеночку петли. Провязываем 1-й столбик, дальше 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й. Видите, как раз 9-й над нашим вот этим столбиком. Теперь делаем накид. 1-й столбик мы не трогаем, над ним у нас провязан столбик без накида. А дальше мы вяжем столбик с накидом 1 и под следующую петельку столбик с накидом 2.
Опять здесь пропускаем вот эти вот 2 петли, которые мы только что провязали. И в третью, которая у нас над вот этим нашим столбиком, начинаем вязать первый столбик, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Здесь у нас вот наш 10-й вот этот столбик, он над вот этим столбиком. Теперь делаем накид и под второй столбик провязываем столбик с накидом. Делаем накид и под следующую петельку делаем столбик с накидом. Здесь одна, вторая пропускается петелька, которую мы провязали столбиками с накидом, и дальше до угла вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В уголок столбик без накида, 2 воздушные, и сюда же столбик без накида. То есть узор, как видите, у нас повторился, точно так же, как мы с вами вязали вот здесь, вот в этом треугольничке. Исключение только у нас в том, что у нас вот здесь вот теперь 2 треугольничка, а узорчик вяжется одинаково. Таким образом мы с вами провязываем до конца квадрата. В конце ряда в угол провязываем столбик без накида, накид, в первый столбик заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем один раз, а второй меняем цвет. Я здесь хочу поменять на новенький. И теперь весь этот ряд вяжем столбиками без накида. В уголок провязываем столбик без накида. И дальше в каждую петельку за заднюю стеночку вяжем столбики без накида. Доходим до угла, а там, где уголок, провязываем как обычно. Столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. И в конце ряда провязываем в уголок столбик без накида, накид на крючок, в первую петельку вытаскиваем ниточку, провязываем один раз и теперь меняем цвет. И теперь смотрите, дальше мы с вами сразу начинаем вязать ряд вот там, где у нас 6 вот таких вот столбиков в каждом треугольничке. Только теперь у нас, видите, получилось вот место под треугольничек, вот и вот. Их будет 3. И точно так же мы с вами ориентируемся, чтобы вот с этой стороны у нас было раз, два, 2 беленьких полосочки, потом провязываем раз, два, 3, 4, 5, 6. И чтобы от вот этих столбиков также было 2 полосочки. И теперь здесь точно так же 2 с этой стороны, раз, два, 3, 4, 5, 6. И 2 с этой. То есть все у нас повторяется, все здесь циклично. И таким образом можно провязать столько рядов, сколько вам необходимо для вашего изделия. И вот такая вот красота получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.